Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Можно ли считать украшения и аксессуары весна-лето 2023, которые мы с вами видим, друзья, во время показов в рамках недели моды, главными трендами сезона? Вопрос непростой, ведь нередко дизайнеры используют их в качестве акцентных деталей, дополняющих основной стильный образ, а не как самостоятельный элемент коллекции. Как бы там ни было, обращать внимание, я уверена, определенно стоит. Вот кажется, вроде мелочь, а как порой простые вещи кардинально меняют весь характер ансамбля и даже иногда составляют довольно значимую конкуренцию самим нарядам. Не зря стилисты называют наши прекрасные женские украшения маленькой волшебной таблеткой. Когда заряд бодрости на нуле, просто подойдите к зеркалу и попробуйте примерить любое. Настроение тут же изменится к лучшему. Что касается главных направлений в высокой моде, сегодня дизайнеры условно разделились на два противоположных лагеря – минималистов и максималистов, где одни вообще рекомендуют отказаться от украшений, а другие делают ставку на массивные, яркие. Кто-то больше склоняется в пользу ретро-мотивов и проверенным временем элементам, или же тяготеет к природе, естественности, аутентичности. А кто-то с приходом весны предпочитает в моде помпезность, роскошь и блеск. В любом случае, рассматривать новинки сезона всегда интересно. К тому же, помимо очаровательных украшений, в свой модный обзор я решила добавить и другие, не менее важные аксессуары – головные уборы, очки и ремни. Надеюсь, эти несколько минут путешествия в мир красоты, блеска, невероятных миксов и, возможно, даже безумных дизайнерских идей пролетят для вас, друзья, незаметно. Приятного просмотра! Первое направление в моем списке скорее из разряда классики – модный жемчуг. Стилисты сегодня рекомендуют достать из пыльной бабушкиной шкатулки винтажные жемчужные бусы или прикупить аккуратные серьги, браслет. Как это ни парадоксально, но именно они освежат ваш образ. Теперь многие бренды переходят с аристократичным жемчугом на «ты» и включают его в повседневный ансамбль. Даже если речь идет не только о нарядном топе, жакете, но и простой майке или футболке. Особенно, когда украшение всего лишь имитация, как в линейке Живанши. Элегантные до моды Шанель во главе с Virginia Viard тоже позволили себе немного расслабиться и на последних показах предлагают носить жемчужные нити в качестве акцентного пояса к платью или же вокруг оголенного пупка. Морская тема. Украшения с цветными камешками и ракушками. Многим из нас они навевают самые теплые воспоминания об отдыхе на море. Наверное, именно так должны выглядеть аксессуары весеннего сезона, когда уже можно вовсю наслаждаться ласковыми и нежными лучами солнца. Поэтому к своим драгоценностям мы добавим аккуратные серьги и другие морские аксессуары, кулон из створки ракушки в бисерном оформлении или подвеску из раковины моллюска, которую создала сама природа. Подобные найдем в коллекции Ула Джонсон. Ассоциацию с морем продолжили на показе Дома моды Москино, где Джереми Скотт предложил целую серию ярких образов, в основу которых был включен надувной спасательный круг, а в качестве украшения, к примеру, выступили морские звезды. Пляжное настроение поддержали в линейке Coach. Оригинальные украшения словно сплели из того, что есть под рукой прямо здесь, на побережье. Булавки, бусины, перья, игральные кости, свисток и мини-череп из дерева, веревочки и прочая мелочь. Смотрится необычно и атмосферно. Металлические аксессуары. Один из самых очевидных трендов в нынешнем весенне-летнем сезоне. Причем, если когда-то сочетать изделия из разного металла считалось моветоном, то сегодня это наоборот – актуально и модно, что уже доказала Донателла Версаче. В коллекции Миссони мне бы хотелось отметить серебристый зеркальный блеск геометрических форм. Женственные, динамичные образы прекрасно дополняют крупные в виде изогнутой пластины серьги, а также браслеты и кольца. Целая поэма аксессуарам из металла прозвучала на модном показе Michael Kors. Благородное сияние золота и серебра нашло отражение в украшениях, сумках, в ремешке наручных часов или в пряжке акцентного пояса. В линейке под маркой Paco Rabanne креативный директор компании Жюльен Тассена лихо объединяет средневековый стиль с современным панком
и дополняет наряды многоярусными металлическими цепями в дуэте с кожаными портупеями и чокерами. А вот в золотых браслетах дома моды Balmain прослеживается явная связь с темой изучения космической вселенной, с тайнами зодиакальных знаков и прочая футуристическая направленность. Элизабета Франки, напротив, предлагает вернуться к реальности и в модных аксессуарах использует народные мотивы. В данном случае местного коренного населения Южной Америки. При этом дизайнер, как всегда, деликатно добавила в украшения логотип компании. Из самых уникальных и здорово нашумевших во время показов оказались украшения для лица дома моды Gucci. Тонкие многоярусные цепочки, которые крепятся на носу с помощью специальной пластины. На любой вечеринке в подобном вы точно произведете фурор. Ярким заявлением в образе от дизайнера Александро Микеле можно назвать и металлическое массивное ожерелье-чокер в виде крупных звеньев цепи, где в том числе не забыли отметить имя бренда. Но для повседневных ансамблей есть куда более скромная и практичная линейка дома Fendi. Правда, дизайнер Ким Джонс тоже не упустил возможность добавить фирменные буквы F в серебристые серьги-кольца и ожерелья-чокеры. Поклонники марки Сен-Лоран с восхищением приняли предложение Энтони Ваккарелло объединить в украшениях золото и скульптурно отточенные детали из дерева. Это могут быть как единые серьги, так и парные браслеты. Стразы, цветные кристаллы, натуральные камни. На данную тему в новом теплом сезоне было представлено немало всевозможных вариаций. К примеру, в образах от Луи Виттон нас решили буквально сразить наповал целым миксом драгоценностей в одном украшении. Иногда и вправду так хочется праздника, чтобы надеть все лучшее сразу и ехать на бал. Эти желания явно уловил Джамбаттиста Валли. Украшения словно кричат: «Сияй, блистай, будь неотразимой». Обратите внимание, что это кафы, и они довольно тяжелые. Эффектные и достаточно массивные серьги-люстры из мерцающих кристаллов и камней, напоминающие вид старинного роскошного светильника с подвесками, стали акцентной немаловажной деталью в образах бренда Эндрю Джен. В коллекции Джорджо Армани вы найдете более деликатную и уже не такую громоздкую версию украшения. Серьги составят гармоничный дуэт с любым вечерним ансамблем, элегантным нарядом для особого случая. Модная бижутерия. Очаровательно, мило и немного наивно, как мне кажется, смотрятся украшения Тори Бёрч. Серьги-кольца со множеством мелких детальных дополнений интересно сыграют на контрасте с минималистичным образом. В линейке Emporio Armani ставку решено было сделать на заметную пластиковую бижутерию, цветную либо прозрачную. Причем тренд затронул не только украшения, но еще и широкие ремни из мягкого силикона с массивными квадратными пряжками. Да, в прошлых видео уже шла речь о цикличности моды и о том, что бумное изделие из пластика вновь переживает настоящий подъем. Только сильно не увлекайтесь, ведь мы же с вами, друзья, всегда за разумное потребление. Модные шляпы, бейсболки, панамы, береты. Сегодня стильный аксессуар не только действенная защита от палящего солнца, но и прекрасное дополнение образа. Головной убор можно подобрать в тон одежды или отдать предпочтение нейтральному черному и белому цвету. Кстати, бейсболка – не обязательный атрибут спортивного стиля, и комбинировать мы ее будем с любой вещью от настроения. Панама – не менее универсальный вариант. Всегда практично, удобно. Особенно, когда не хочется заморачиваться с прической. Дом Альберто Ферретти затронул популярный сегодня тренд плетения, предложив в летней коллекции уникальные вещи из рафии и сделав акцент на природные материалы. Плетеный берет представлен также и в линейке Армани. На показе Макс Мара наивысшую награду, приз зрительских симпатий, получили шляпы с изогнутыми, будто от дуновения ветра полями, и невероятными габаритами, которые, порой казалось, даже не впишутся в стандартный дверной проем. Зато гулять по знойному побережью в таких – одно удовольствие. Главной изюминкой многих стильных ансамблей бренда Элизабета Франки стали великолепные соломенные головные уборы, от лаконичной шляпки канотье до более романтических широкополых моделей.
Судя по новой коллекции модного дома Giambattista Valli, востребованный головной убор в весеннем гардеробе – эффектный тюрбан, который по задумке дизайнера должен сменить приевшуюся бейсболку. Расцветку выбираем в тон одежды. Солнцезащитные очки. Чтобы полностью раскрыть данную тему, стоит, пожалуй, сделать для вас, мои дорогие зрители, отдельное видео. Так что сегодня я отмечу лишь пару-тройку модных тенденций. Одна из которых – узкие солнцезащитные очки в пластиковой оправе или же напротив, с крупными зеркальными линзами. В любом случае, предпочтение отдано актуальному ретро-стилю. Очки-маска, закрывающие половину лица, тоже пользуются спросом у дизайнеров при создании стильного лука. Чем они больше, тем лучше и круче, уверены Донателло Версаче и Стелла Маккартни. А ведь еще совсем недавно подобная форма оправы была в антитрендах. А вот самые эксцентричные и уникальные модели традиционно мы с вами, друзья, найдем в линейке от Gucci, где креативный директор бренда предложил солнцезащитные, словно плачущие очки с нитями серебристых кристаллов. Но что бы ни диктовали сезонные тренды и как бы ни пытались удивить нас дизайнеры, никогда не будем забывать 3 главных правила: чувство меры, сочетаемость с образом и насколько уместно все это здесь и сейчас. Спасибо вам, друзья, что смотрите мои видео. Благодарю за поддержку, за поставленный пальчик вверх, неравнодушные комментарии и подписку на канал. Всем хорошего дня, позитива и солнечного настроения!